Жил на свете рыцарь бедный, молчаливый и простой, с виду сумрачный и бледный, духом смелый и прямой. Писал Александр Сергеевич Пушкин не о нашем герое. Наш герой не был ни бедным, ни скромным, ни простым. Он воплотил в себе идеальный образ рыцаря, блестящего, могучего, романтичного и исторически важного. Все штампы, которые приходят вам на ум при слове «рыцарь», доспехи, турниры, прекрасные дамы, тамплиеры, крестовые походы, феодалы, вассалы – все это было в его жизни. Удобно, когда биография одного человека полностью во всех чертах воплощает в себе профессиональный стереотип. Я расскажу вам о том, каково это было быть рыцарем в высокое средневековье, на примере биографии Уильяма Маршалла, образцового рыцаря. Вообще, биография Уильяма Маршалла достаточно хорошо изучена и проанализирована, в том числе на русском языке. Если вы просто пойдете в Википедию, вы найдете там огромную статью о Маршалле со всеми подробностями его жизни. И я не собираюсь сегодня вам ее пересказывать, потому что вы все грамотные и сами можете ее прочитать. Моя задача сегодня – поставить эту биографию в исторический культурный контекст. Потому что если вы не очень хорошо знаете историю средних веков, то просто так читать биографию Маршалла будет для вас довольно трудно. Хоть сколько-нибудь любознательный человек будет постоянно останавливаться, чтобы спросить себя, дорогое мироздание и нейросети, а это что такое, а это кто такой, с какой стати он это сделал, что вообще там происходило и так далее. И именно это я сегодня для вас сделаю. Я подготовлю вас к тому, чтобы вы могли понимать биографии средних веков. Мы разберемся в политической обстановке, в культурных и бытовых реалиях, в том, что такое рыцарь, что такое турнир, зачем рыцари потащились на Ближний Восток, и как так получилось, что Англией долгое время правили французы. А почитать биографию Уильяма Маршалла вы, безусловно, можете и без меня. Когда английский король Эдуард Исповедник умер, а дело было в начале XI века, на английский трон начали претендовать трое. Один английский граф, один норвежский король и один нормандский герцог. Нормандия – это исторический регион на севере Франции. Помните, Д'Артаньян пел? Бургундия, Нормандия, Шампань или Прованс. В XI веке Нормандия была номинально частью Франции, но поскольку была феодальная раздробленность, то тамошние герцоги имели большую автономию. Настолько большую, что один из них, Гийом Ублюдок, в прямом смысле слова, не в ругательном, его мать была дочерью сапожника, пошел и самостоятельно завоевал себе Англию в 1066 году. После чего его перестали называть Гийом Бастард и начали называть Вильгельм Завоеватель. В результате в Англии надолго укоренилась французская, нормандская династия королей. Эти люди вообще не были англичанами ни с какой стороны. Они были французами, они говорили на старофранцузском языке, и они внедрили при английском дворе французские обычаи. Вся эта рыцарская культура и образ жизни, о котором я сегодня буду говорить, является продуктом французской культуры, экспортированным в Англию норманнами. После победы Вильгельм конфисковал земли местных саксонских дворян, заменив их нормандскими лордами. Они, разумеется, начнут в какой-то момент смешиваться, но не сразу, а поначалу вся верхушка общества стала франкоязычной и ориентировалась на французскую культуру. Англосаксонский язык сохранился среди простого народа, но постепенно смешивался с нормандским, и эта смесь стала основой для современного английского языка. Так вот, наш герой Уильям Маршалл был из такой вот нормандской семьи. Англичанин по рождению, но француз по крови и языку –
В истории он значится как Уильям Маршалл, но при жизни он был Гийом де Маришаль. К тому моменту Вильгельм Завоеватель давно умер, его сын и наследник, тоже Вильгельм, погиб при загадочных обстоятельствах. Учитывая, что он был не очень приятной личностью, это почти наверняка было убийство. Его младший брат Генрих захватил трон и утвердил свою власть на обеих сторонах пролива. То есть английские и нормандские короли теперь правят как на Британских островах, так и на севере континента, что было выдающимся достижением при отсутствии не только интернета, но и крепких кораблей. Единственный сын короля Генриха I погиб в кораблекрушении, поэтому наследницей стала дочь Матильда. Мало кто из баронов легко принял королеву-женщину, и в стране началась смута. Трон захватил французский кузен Матильды Стефан, Матильда не сдавалась, и посреди всего этого хаоса и родился наш герой Уильям Маршалл. Его отец Джон Маршалл был маршалом не по фамилии, а по должности. Маришаль по-французски означало «королевского конюшева». Фамилия его была Фицгилберт, но это не была еще настоящей фамилией, строго говоря, отчеством. Фиц означало «сын» на старофранцузском. Фицгилберт означает «сын Гилберта». То есть все современные английские фамилии, начинающиеся на Фиц, Фицджеральд, например, ведут свою историю от нормандских завоевателей Англии. Человек, которого мы зовем Титька Верт. Титька Верт. Титька Верт. Фицгерберт. Потому что такое уж у него имя. Так вот, отец нашего героя, не страдавший избытком совести, сначала поддерживал короля Стефана, но потом переметнулся на сторону королевы Матильды. Он также построил несанкционированный замок Ньюбери, который был немедленно осажден обиженным Стефаном. Джон попросил короля о перемирии, пообещал сдаться и в качестве гарантии передал королю своего 5-летнего сына Уильяма в заложники. И с этого начинается биография нашего героя. Король отвел свои войска, чтобы Джон смог организовать сдачу замка, однако тот обещание не выполнил. Вместо этого он дополнительно укрепил замок и послал к Матильде за помощью. Стефан, конечно, начал угрожать, что казнит заложника, на что Джон ответил: «У меня все еще есть молот и наковальня, с помощью которых я смогу выковать еще сыновей лучше этого». Повезло с Батяней, ничего не скажешь. Стефан угрожал зарядить мальчишку в требушет и пальнуть его в сторону замка, но мальчик был так мил, что ни у кого не поднялась рука расправиться с ним. Уильям провел в плену, вероятно, больше года и был освобожден только после заключения мира. В 1154 году на трон Англии взошел сын Матильды Генрих II, первый Плантагенет. Прозвище Плантагенет происходит от латинского названия дрока – плантагениста. Этот кустарник был распространен во Франции, где символизировал скромность, упорство и связь с природой, и он красовался на гербе Генриха. Но ничего скромного и пасконно-домотканного, никакого хипстерства в английских плантагенетах не было. Они стали одной из самых влиятельных королевских династий в истории. Генрих II унаследовал обширные владения отца и матери, а потом еще и выгодно женился. И в результате он владел империей, включавшей Англию, Нормандию, Анжу, Аквитанию, Британь и Ирландию. Это сделало его самым могущественным монархом Западной Европы. При новом короле Джон Маршалл не бедствовал, но и не получил новых владений, а наследников у него накопилось достаточно. Он был дважды женат, и наковальня работала. Поэтому, когда делили отцовское наследство, нашему герою не досталось ни земель, ни титулов. Он получил классическое рыцарское образование во Франции, в замке Танкервиль у своего родственника, крупного магната. Образование Уильяма состояло в основном в умении
плавать, охотиться, драться на мечах и хорошо одеваться. Он умел читать и прочел достаточное количество рыцарских романов. На этом обучение молодого маршала успешно завершилось, и в 1166 году его посвятили в рыцари. Акколада называется эта церемония. Празднование совершеннолетия молодого рыцаря, когда он получает меч и напутствие быть храбрым. Во времена Уильяма Маршалла эта процедура еще не включала в себя постукивание мечом по плечам. Эта церемония закрепилась только к XV веку, а ранее молодого рыцаря могли или просто дружески обнять, или шутливо стукнуть по шее. И это был последний удар, который он мог стерпеть, не вызывая ударившего на поединок. Свежевылупившийся рыцарь немедленно отправился на свою первую войну. То есть он впервые участвовал в войне не в качестве ядра для требушета. Уильям хорошо себя показал в бою, но к его горю под ним убили коня. Ой! И несмотря на то, что его сторона победила, безлошадный Уильям потерял место при дворе Танкервилля, и он становится странствующим рыцарем. Странствующий рыцарь – это такой европейский ронин. Но в отличие от ронинов, которые были маргиналами, странствующие рыцари воспевались в песнях и романах, потому что для европейца потерять начальника не было таким страшным ударом, как для японца. Конечно, реальные странствующие рыцари сильно отличались от героев романов, от которых сошел с ума Дон Кихот. В романах рыцарь отправляется в путешествие по идеальным мотивам. Он всегда морально безупречен, он совершает подвиги во имя торжества добра и в честь некой прекрасной дамы. Все это он делает абсолютно бескорыстно, ведомый исключительно чувством чести. Его путешествие или совершенно бесцельно, или он странствует с целью найти святой Грааль и освободить гроб Господень. На деле исторические странствующие рыцари были вынуждены пуститься в путь, потому что у них не было положения, не было источника доходов. Они путешествовали не бесцельно, а пытаясь найти себе покровителя и место службы. По дороге они участвовали в турнирах, и об этом я расскажу чуть позже. Но не во славу прекрасной дамы. Турниры были аналогом современных коммерческих спортивных состязаний, в которых участники соревнуются за приз. И это то, чем начинает заниматься наш юный герой во Франции. Потому что в Англии турниры тогда были запрещены, а Уильяму нужен был конь и деньги. Уильям начал участвовать в турнирах, и он справлялся очень хорошо. Не то чтобы он побеждал всегда, но достаточно часто, чтобы через пару лет у него уже была репутация и деньги. В этот момент до короля Генриха II дошли слухи о беспорядках в Аквитании. Желая привести к покорности этот важный регион, он отправляется с войском на континент, прихватив с собой жену, королеву Элеонору, герцогиню Аквитанскую. Уильям Маршалл присоединяется к веселью. Пока король пытался усмирить распоясавшихся баронов, королева с ее эскортом, в который входил Уильям, попала в засаду. Элеоноре удалось ускользнуть, а прикрывавший ее отступление Уильям был тяжело ранен и попал в плен. Он был доставлен в замок нападавших, где за него опять потребовали выкуп. Королева Элеонора, которая была впечатлена рассказами о ее храбрости, выкупила его и присоединила к своей свите. Уильям прекращает странствовать и становится придворным рыцарем. В 1170 году Генрих II решил избежать потенциальной войны за престолонаследие после своей смерти, короновав своего 15-летнего сына, тоже Генриха, еще при своей жизни. Это не означало переход власти. Генрих, молодой король, как его стали называть, не становился королем. Его отец продолжал крепко держать власть в своих руках. И он назначил 23-летнего Уильяма Маршалла наставником своего сына в рыцарском деле. Молодой король очень скоро начал протестовать против своего двусмысленного положения, начал даже восстание, которое было быстро подавлено,
А потом он попросил у отца разрешения поехать в Европу. Тот охотно его отпустил. Со свитой молодого короля Уильям снова возвращается на континент. И они на пару начинают турнирную карьеру. Вы, вероятно, представляете себе рыцарские турниры как состязание 1 на 1, когда два рыцаря галопируют навстречу друг другу с копьями наперевес вдоль трибун. Они сшибаются, копья разлетаются в щепки, и один вылетает из седла, а другой получает от прекрасной дамы шарфик или розу, как описывается в Айвенго. И такие турниры, безусловно, существовали, но они появятся не раньше XIII века. А во времена Уильяма Маршалла турниры выглядели как полномасштабные тренировочные командные битвы, проводимые где-нибудь в невезучей сельской местности. Иногда в программу входил даже штурм небольшой крепости или захват моста через речку. Это был не столько спорт, сколько военные маневры. Задачей было не только выбить врагов с территории, но и взять как можно больше народу в плен, чтобы потом отобрать у них лошадей и снаряжение и потребовать выкуп. И несмотря на то, что это была игрушечная война, ран и смертей на турнирах было немало. Рыцари использовали турниры, чтобы свести счеты, потихоньку убрать соперника или лишнего наследника и так далее. Именно поэтому в Англии турниры были запрещены. А церковь даже запрещала хоронить турнирных жертв в освященной земле. Но на континенте турниры приобретали все большую популярность. И молодой король со своей свитой и Уильямом окунается с головой в этот стиль жизни. Уильям вскоре стал легендарным чемпионом турниров. На смертном одре он вспоминал, что за свою карьеру победил 500 рыцарей. То есть он стал чем-то вроде современных звезд профессионального спорта. Тут, кстати, самое время заметить, что Маршалл, по всей видимости, никогда не был большим стратегом или виртуозом владения оружием. Он был просто очень здоровый бугай, побеждавший нахрапом и грубой силой. В первое время Уильям периодически кидался на врагов, бросая свою команду на произвол судьбы, за что его по окончании битвы молодой король ругал. Поначалу они были не очень успешны, а потом начали применять хитрую тактику. Они не бросались в бой сразу, а ждали в тенечке, пока противники достаточно измотают друг друга. Тогда они внезапно вступали в сражение и быстренько всех побеждали. В результате чего все рыцари молодого короля разбогатели и стали одной из самых уважаемых и грозных турнирных команд Северной Франции. Богатство и слава позволили Уильяму стать баннеретом. Он получил право на собственное знамя – баннер и свиту. Его гербом стал красный лев, стоящий на задних лапах на зелено-золотом фоне. Милость прекрасных дам тоже не заставила себя ждать. Официально никто тогда не бился за руку красавицы, но дамы очень любили турниры, их победителей, вполне замужние дамы. И над турнирами постоянно витал душок эротического скандала. Поэтому неудивительно, что в конце 1182 года Уильяма Маршалла обвинили в связи с женой Генриха Молодого, Маргаритой Французской. Мы не знаем, было ли там что-то на самом деле, но рост популярности и влияния Уильяма не могли не навлечь на него клевету завистников. Уильям сделал попытку очистить свое имя. Во время празднования Рождества при дворе молодого короля он предложил пройти Божий суд. Это когда устраивается состязание в надежде, что небесные силы будут на стороне невинно осужденного. Уильям предложил сразиться по очереди с 3 противниками, поклявшись, что добровольно отправится на виселицу, если хотя бы один его победит. Однако король отказался проводить испытания, и маршал был официально удален из свиты, и ему запретили появляться при дворе. Как раз к тому моменту, когда на историческую сцену выходит еще один интересный персонаж – Ричард Львиное Сердце. Ричард Львиное Сердце, третий сын старого короля Генриха, один из самых прославленных английских королей,
был интересен в том числе и тем, что он почти не ступал на землю Англии. То есть он родился в Оксфорде и провел в Англии детство, но его еще ребенком перевезли на континент в наследственное владение его матушки в Аквитанию, и после этого он возвращался на острова в общей сумме 2 раза на несколько месяцев. В юности он управлял Аквитанией, а потом он был занят тем, что является еще одной непременной рыцарской обязанностью – освобождением гроба Господня от нехристей. Как вообще так получилось, что европейцы, французы в первую очередь, умудрились в XI веке основать свои королевства там, где сейчас находятся Израиль, Иордания, Турция и Сирия? Почему крестоносцев вообще понесло на Ближний Восток? После того, как христианская Византия потеряла Иерусалим в войнах с мусульманами, на несколько столетий эта территория была под управлением солидных, стабильных исламских государств, сначала омейядского, а потом аббасидского халифата, которые терпимо относились к христианам, свободно пропускали христианских паломников к их святыням и не тревожили их храмы. Никто никого не заставлял переходить в ислам, и все было более-менее спокойно. Но постепенно начались неприятности. В самом начале XI века турки-сельджуки вторглись в Малую Азию и начали бить всех, и христианскую Византию, и мусульманские страны, которые как раз вступили в период феодальной раздробленности, не смогли оказать серьезного сопротивления и потеряли Иерусалим. Сельджуки не были почтенными, образованными либералами просвещенных халифатов. И когда они захватили Иерусалим, положение как христианского населения города, так и паломников стало значительно хуже. Но благо к тому времени Европа немножко выходит из темных веков. Там появляются лишние военные силы, там появляются лишние деньги, и при этом наступает некоторая нехватка земель для младших отпрысков благородных семей. И папа Урбан II издает клич: «Пойдемте освобождать Святую Землю от неверных». Организовывается первый крестовый поход, который был на удивление успешен. Рыцарям-крестоносцам удалось не только захватить Иерусалим и выбить оттуда турок, но и организовать достаточно стабильные христианские государства в Восточном Средиземноморье. Но это было в начале XI века. К середине XII века, о котором мы сейчас ведем речь, ситуация в Святой Земле уже ухудшилась. В год, когда родился Уильям Маршалл, понадобился второй крестовый поход, потому как мусульмане начали возвращать себе потерянные территории. Второй крестовый поход был полным провалом, надо заметить, и в следующие 40 лет, пока Уильям взрослел, дрался на турнирах и спасал королев, ситуация христианских государств в Леванте продолжала ухудшаться. Мусульманские страны объединялись, а крестоносцы, напротив, грызлись друг с другом. В те годы профессиональному рыцарю уже всегда есть чем заняться на Ближнем Востоке, помимо паломничества к святыням. Так вот, весной 1183 года молодой король умер. Ему было всего 28 лет. Перед смертью он простил Уильяма Маршалла и попросил его исполнить обет, который он дал, да не успел осуществить: взять крест и предпринять крестовый поход в Святую Землю. И Уильям Маршалл отправляется в Иерусалим, к тамплиерам. В те годы тамплиеры были в расцвете своей силы. Организованные во время Первого крестового похода для защиты паломников и христианских владений в Святой Земле, за 100 лет своего существования они превратились в мощнейшую международную организацию, притворявшуюся монашеским орденом, а на деле являющуюся военно-банковским комплексом. Они не только осуществляли военные функции, как оборонительные, так и нападательные, но еще и работали как банк, собрав значительные богатства, за что впоследствии поплатились. Уильям провел в Святой Земле около 2 лет. Он близко сошелся с тамплиерами, которые горячо любили Маршалла за его многие хорошие качества. Неизвестно, что он там с ними делал,
Но уезжая, он приобрел 2 отреза очень дорогой шелковой ткани себе на саван и пообещал, что перед смертью вступит в орден тамплиеров. Вернувшись с Востока, Уильям обнаруживает, что на родине ничего не переменилось. Старый король Генрих снова воюет с очередным наследником – Ричардом. Будущим Ричардом Львиное Сердце, а на тот момент Ричардом с занозой в пятке. В 1189 году, прикрывая отступление короля, Уильям в стычке сбил на землю непокорного принца. Маршал мог убить его в тот момент, но вместо этого убил его коня. Говорят, что он был единственным человеком, когда-либо выбившим из седла Ричарда Львиное Сердце. После смерти старого короля Ричард радушно принял верного вассала отца при своем дворе и простил ему этот неприятный эпизод. Ричарду вообще было не до того. Он собирается в Третий крестовый поход. В те годы мусульманская угроза персонифицировалась в лице султана Салах ад-Дина, энергичного объединителя раздробленного исламского мира, который как раз недавно отбил у крестоносцев Иерусалим. При этом Саладин все равно останется в рыцарских романах и балладах как воплощение благородного врага и настоящего, хоть и мусульманского, рыцаря. Однако Иерусалим надо было возвращать, и король Ричард отправляется в поход. Интересно, что Уильям Маршалл в этот раз не пойдет со своим королем воевать в Святую Землю. Ему уже, слава богу, за 40, для средних веков возраст солидный. Он только что очень выгодно женился на 18-летней наследнице графа Пемброка, получив в приданое огромные поместья в Англии, Уэльсе, Нормандии и Ирландии. Этот брак превратил безземельного рыцаря из незначительной семьи в одного из самых богатых и влиятельных людей в королевстве. В отсутствие короля Ричарда маршал стал одним из 4 ответственных лиц, которые должны были позаботиться о том, что по возвращению с похода королю Ричарду было чем управлять. Его беспокойство было оправдано. Воспользовавшись его отсутствием, младший брат Ричарда, Джон, так нелицеприятно описанный Вайвенга, начал подгребать под себя власть. Когда в 1195 году на обратном пути из крестового похода Ричард Львиное Сердце был захвачен в плен, Джон не только не пытается спасти брата, он препятствует сбору денег на выкуп. В конце концов, выкуп все же был собран и уплачен. Это была огромная сумма – 34 тонны чистого серебра, 2-3 годовых дохода всего английского королевства. Это подкосило экономику страны. Но король был спасен. Правда, Ричард Львиное Сердце через 4 года погибнет все равно, и его скверный брат Джон, Иоанн Безземельный, станет полноправным и малоуважаемым королем. Король Джон был непопулярной фигурой среди примерно всех своих подданных. Но маршал оставался верным ему, хотя периодически впадал в немилость и даже давал вассальную клятву королю Франции, потому что маршал владел землями от Ирландии до Нормандии, что вынуждало его маневрировать между 2 господами. Наконец, бароны нажмут на короля Джона и принудят его подписать Великую хартию вольностей 15 июня 1215 года. Вы знаете, что у вас есть гражданские права. Право на жизнь, на неприкосновенность вашего имущества, на то, что вас нельзя арестовать и держать в тюрьме без суда и следствия. Так вот, Великая хартия гарантировала эти права, но не всем, а только очень богатым и влиятельным людям. По крайней мере, их жизни и имущество были отныне законодательно защищены от произвола короля. Разумеется, никакие маленькие людишки в это не были включены, с ними король мог делать все, что захочет. Джон был авторитарным правителем и вскоре добился отмены хартии вольностей. В результате почти все английские графы объединятся против него в Первой войне баронов. Маршал остается одним из немногих верных королю. И после смерти Джона в следующем году он станет регентом его 9-летнего сына Генриха III.
Несмотря на свой преклонный возраст, ему уже под 70, он вел войну против мятежных баронов и французского принца Людовика, вторгшегося в Англию, с замечательной энергией. Он лично ведет в бой силы из 400 рыцарей, 250 арбалетчиков и неподсчитанной пехоты, чтобы снять осаду принца Луи с города Линкольна. Битва длилась около 6 часов. Маршал победил. В начале 1219 года Уильям Маршал, который отличался крепким здоровьем на протяжении всей своей жизни, тяжело заболел. К марту он понял, что умирает, и он исполнил обет, данный им в Святой Земле, и был посвящен в орден тамплиеров. Он мирно скончался 14 мая 1219 года в окружении друзей и семьи, пережив 4 королей. По легенде, Уильям как-то захватил 2 поместья, на которые претендовал некий епископ. И тот наложил проклятие на семью маршала, сказав, что у сыновей маршала не будет детей, и его владения будут раздроблены. Каждый из сыновей Уильяма стал графом Пембруком и маршалом Англии, и каждый умер, не оставив законного потомства. Обширные владения Уильяма были разделены между мужьями его 5 дочерей. И через свою внучку Мод де Браос Уильям Маршал является предком всех английских монархов от Генриха VIII и до наших дней. И это была история величайшего из рыцарей. Надеюсь, я не перегрузила вас именами и датами. Мне захотелось перечитать Айвенго или Дон Кихота. Может быть, то и другое. На сём прощаюсь. Спасибо вам за внимание. Постарайтесь не промахнуться мимо кнопки лайк. Всего вам доброго и до новых встреч!